Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз, старинный цыганский пасьянс. Что случится до конца года, до конца 2025 года? Давайте с вами узнаем. И, конечно, последние месяцы уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее. Ну, давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите. И вот про события это как раз карты пасьянса. Они без лишней философии нам показывают, что может случиться или произойти. Оттолкнемся от того, что то, что нам покажут карты, могут быть ключевыми событиями, которые для вас будут иметь значение на какой-то более далекий период. И вот эта перезагрузка до конца 2025, а я бы сказала, это то, что до декабря, потому что в декабре это уже просто будет что-то продолжаться. А если нам нужно что-то реструктурировать, изменить, и, кстати, какой-то дежавю тоже может быть, как и люди возвращаются, вопросы, какие-то нерешенные темы по документам, согласованиям, все это может быть. Значит, это мы тоже к какому-то знаменателю должны привести. Но для вас, мои дорогие, Юпитер, планета большого счастья называется, она в вашем знаке зодиака с лета. Но там были такие транзиты, которые вам не давали вообще про какое-то счастье думать. Правда, там было сложное время у многих из вас. И вот именно к концу года наступает, наверное, вот это благоденствие. И это будет продолжаться до конца июня, по 30 июня 2026 года. Более того, Юпитер потом перейдет в знак Рака, в первый дом гороскопа, а у вас он тоже останется, но перейдет во второй дом гороскопа, который говорит или отвечает за финансы. И поэтому для вас еще на год, да, с заходом до середины 2027, это просто будет следующий год, да, с середины 26 по середину 27, благополучный период для материализации своих проектов или финансовой стабильности, то, что вы хотите осуществить или изменить кардинально, поэтому Юпитер на вашей стороне. Ну, давайте немножко отойдем от прогноза астрологического. Хочется иногда увязать, чтобы было так больше понимания, что нам тут показывают, да? Все ведь символы. Прочная связь с кем-то, узел. Ну, до конца года наша задача строить правильные социальные связи, спокойное течение жизни. У вас, смотрите, мои дорогие, у вас выпадает свеча. Ну, так оно где-то и планетарно тоже есть. А я бы еще сказала, мало что у нас совпал узел, прочная связь, так еще и прочный союз. Однако, смотрите, вот что у нас совпадает еще. Змея. Ну, у нас сейчас год змеи, и поэтому змеиный режим я всем рекомендую включать. Вообще-то это гибкость, мудрость. Змея мудрая. Она сначала наблюдает, анализирует, делает выводы, но потом, когда вот пора, то бросок вот этот вот, прыжок как бы, да, движение змеи, оно молниеносно. Но до этого периода и где-то, кстати, неожиданно. Вот должна быть какая-то точка нового отсчета, когда вы сами себе скажете «пора». Но и, безусловно, замечтаться мы никак не можем, потому что по змее это какие-то персоны, которые транслируют нам одно, но в итоге имеют какой-то свой план. Поэтому, знаете, все же обман идет по этой карте, по значению точнее. И вот смотрите, у вас прочная связь, да, прочный союз, точнее, спокойное течение жизни, а еще выпадает колокол. Колокол – это неожиданное известие, это какая-то новость, может быть, в следствиях массовой информации. И вот рядом совсем у вас змея. И здесь, посмотрите, очень хорошее же сложилось, да, и спокойное течение жизни, свеча, и вот это вот кольцо. Тут может быть так. Для кого-то из вас пытаются, может быть, влезть буквально в вашу какую-то личную историю. И тень на плетень навести, сплетни какие-то я тут вижу. Почему? Потому что вот это неожиданная чаще всего информация, которую не мы активировали, но она приходит извне. Но рядом у вас змея.
То есть это надо перепроверить. Кто-то, может быть, из-за зависти специально разводит сплетни. Но я, по крайней мере, такое могу допустить. Или специально искажает какую-то информацию. Может быть, даже у нас сейчас и в средствах массовой информации. Хотя, ну, где у нас? YouTube люди смотрят, TikTok у нас смотрят люди, правда? И в зависимости от того, что они увидели, они строят уже какие-то предположения. Но интернет, безусловно, это интересное место, но это опасное место. Поэтому вам нужно правильно работать с информацией, которая исходит хоть откуда, именно извне. То, что вы слышите, то, что вам транслируют, нужно поставить под сомнение и перепроверить. А у кого-то это может быть, да, проиграться как? Правда, зависть. Если у вас, как я говорила уже, по планетарным даже транзитам, ну, по крайней мере, у кого-то из вас вы можете это ощущать так, как, знаете, вздохнуть полной грудью, когда какие-то нерешенные темы, проблемы из прошлого, по которым вы расстраивались постепенно, вот как-то так, пусть даже если со скрипом, но они будут решаться. И, конечно, когда мы чем-то более воодушевлены или довольны, наше лицо, оно уже более спокойно или выражает радость. И вот кому-то от этого плохо спится. Кто-то, глядя на вас, или, может быть, иногда и по змее такое бывает, что люди поначалу вы спрашивают, а как у тебя дела, как у тебя дела в личной жизни, да, и вроде из ровных таких добрых побуждений, или вы могли считать этого человека лояльным, а то и другом. Вот такое тоже ведь бывает. А потом случаются метаморфозы. Поэтому, ну, ни о каком доверии тут, вот таком, знаете, безапелляционном речь не идет. Тут нужно перепроверять. И, может быть, если у вас что-то складывается неплохо, храните тайну. Сами включите вот этот змеиный режим. И так, чтобы с вашего лица никто не мог считать, что вы выруливаете как будто на обгон. Или у вас, ну, что-то идет, знаете, с прогрессом на будущее. Потому что, ну, зависть, она, видимо, присутствует. Или какие-то персоны, которые могут вставлять палки в колеса. Именно из-за этого могут быть, ну, какие-то либо неурядицы, либо сами можете расстроиться, а по сути-то это будет чьи-то происки, скажем так, в целом. Надеюсь, вы меня поняли, что я хотела донести. И вот, кстати, я уже не складываю, но скажу. У вас совпадает нож, это ссора. И кто-то из вас вот такую персону, да, которая транслирует одно, а действует по-другому, высчитает. И может быть вот эта ссора, когда у вас уже закончилось терпение, или вы просто понимаете, что меня какой-то человек обманывал, тогда и вы можете выяснять отношения. Хотя я могу точно так же предположить, что кто-то из тех, кто затаился, уже не может сдерживаться и начинает тут что-то вам говорить. Да, вы знаете, себя надо сохранять все-таки. У вас добрый период времени, это на самом деле так. Но у нас еще и маска выпадает. Это где-то рядом со змеей. Маска, сами носите маску за пазухой. Потому что явно нам, когда два значения таких выпадают, призывают уже карты пасьянса, будь осторожен, однозначно. Потому что и врать могут, и информация может быть ложная, и где-то люди, с которыми, если они склонны хитрить, манипулировать, мои дорогие, так ведь нам-то тоже ничего не остается, как действовать такими же методами. Это хотя бы в целях самосохранения. Вот поэтому вооружитесь маской за пазухой, ну и не рассказывайте о себе много. И правда, иногда молчание золото, даже из лучших побуждений. Потому что, ну вот есть какие-то такие, знаете, манипулятивные штучки, хочется сказать. В нашем пасьянсе мы можем сложить то, что совпало в крайних рядах, по вертикали, по горизонтали. И я проверяю, что у вас совпало. Честно говоря, пока не вижу. Ну да, не вижу ничего. Поэтому мы с вами пойдем дальше. И давайте мы узнаем, что прояснится с масками, змеями. Но, может быть, знаете, вот вы свое окружение будете как-то сами для себя
причесывать, а потому что, видимо, хочется вот от разочарования уйти. Здесь вы можете узнать и о людях правду, и с кем-то у вас вот эти прочные связи, прочные союзы останутся, а с кем-то, пусть даже не будет этой ссоры, нас ведь не призывают к этой ссоре, но предупрежден, вооружен, да? И коль уж маска и змея, значит, самому, как я сказала, и хитрить быть, и осторожным, но, значит, может быть, и действовать какими-то такими, ну, как серый кардинал, действиями. Э, Руководить всем, но это так, исподволь, где-то незаметно. Другого как будто не остается в конечном итоге. Все наши разочарования должны быть, как вот с этой чашей, да, излиты вот в этот омут и забыты. Именно разочарование или что у нас там не получилось. Часто эта карта прошлого говорит о том, что мы чем-то были разочарованы, и мы подзастряли в этом периоде. Но вот пришло время это завершить. И первый у нас вопрос, что прояснится? Вот как раз прояснится, я так думаю, какая-то, может быть, запутанная ситуация, по которой вы переживали. Давайте раскроем. Что это, с чем это связано? Что для вас прояснится, мои дорогие? Это будет первая карта, а вторая, что уйдет, или, может быть, вы завершите сами, или откажетесь точно так же сами. А что будет дальше, или что нового придет в вашу жизнь, или что будет продолжено. Что прояснится. Дистанция на длительный период времени, на лет на 10, на 20, для кого-то из вас, может быть, прояснятся отношения на расстоянии. Может быть, вы узнаете какую-то правду от человека, который на расстоянии. Вообще, эта карта больше такого, знаете, размаха с прогрессом на далекий период времени, как я сказала, и с позиции, когда нет ничего невозможного. Ведь карта говорит: «Сияйте, как звезда». Это о том, что наши желания будут сбываться. Это о том, что вы можете стать популярными, о том, что вы можете куда-то поехать или переехать, о том, что, в принципе, какая-то парадигма реальности меняется уже сейчас и означает для вас более длительную дистанцию. Тем более это старший аркан по звезде. Это, знаете, как, ну, тоже помощь высших сил. Вот какая-то невидимая сила вас ведет, проясняя вам, как обстановку вокруг. И значит, я смело могу сказать, то, что происходит в этот период до конца года, все те события, может быть, это и касается людей, но, значит, правильные выводы нужно сделать. По аркану император– это сама по себе система, это карта власти, безусловно. Может быть, это у кого-то из вас проясняются по документам, по важным бумагам, по согласованиям, по контрактам, по работе у кого-то касаемо личной жизни. Или вы берете ответственность, или человек берет ответственность на себя. Может быть, вы с чем-то определяетесь, исходя из обстановки, в которой вы находитесь. И здесь, значит, время, опять же, доброе время, когда мы можем даже документально что-то оформить. Каким образом это сделать, может быть, вы и будете искать некоторые ну, возможности, да, как провзаимодействовать. Здесь, может быть, даже необходимо найти каких-то более высокопоставленных лиц, или что прояснится иногда по этой карте. Мы ведь тоже сами строим карьеру, и значит, это возможности, это вы как вот в таких имперских, смело говорю, энергиях, когда вы чувствуете свою силу и свою возможность что-то изменить. Может быть, и проясняются юридические вопросы, и для вас открывают путь на долгий период времени. Но это будет касаться и выбора, который нужно сделать. Вот смотрите, 2 семерки. Может быть, прояснится тот вопрос, который у вас долгое время стоял на паузе. Отчасти это было, кстати, обе карты говорят, 2 семерки, о том, что где-то вы долго или замешкались, или не могли сделать выбор. А с другой стороны, тут и люди на вас давили своим мнением, своими суждениями, своими досужими мыслями. Вот именно так. Потому что очень в этой колоде четко прорисовано даже, да, что мы должны делать. Вот как эта девушка, сохранять внутренний баланс и свои собственные намерения и цели. А люди вокруг, они все время будут на нас, ну, условно давить, или нас к чему-то призывать, или пытаться манипулировать. Тут же 7 жезлов буквально пытаются достать.
Вот прояснится какой-то вопрос, который, может быть, вы согласились. Иногда по этой карте, знаете, многозадачность, на которую мы сами согласились, потому что неправильно сделали какой-то выбор. А потом мы понимаем, что, нет, надо было по-другому. Значит, у вас проясняется этот вопрос, и вы можете переиграть все в вашей власти, что прояснится. Какая-то пауза, когда, ну, по заданной траектории, словно вам приходилось действовать или ходить, когда вы не могли куда-то отправиться, больше было наблюдения, но меньше было возможностей. Вот какая-то запутанная ситуация, когда, может быть, и вам приходилось одновременно сидеть на двух стульях. Проясняется. Какой-то стопор у вас заканчивается. Я имею в виду как стоп, да, как барьер, как шлагбаум. Вот это заканчивается и конкретно проясняется, может быть, почему это сложилось. Почему вы вовремя не смогли какой-то документ оформить? Почему вы не могли куда-то отправиться? Почему чьи-то отношения стали на паузу точнее, да? И тут, знаете, быть честным самим собой будет очень важно. Потому что все-таки карта иллюзорного успеха, а рядом семерка жезлов. Это мы как будто на что-то согласились, именно потому что неправильно сделали выбор. Или неправильно оценили некоторых персонажей. Или из лучших, мои дорогие, побуждений, такое я вполне допускаю, особенно с вами. Потому как вы, ну, хотели, желали кому-то лучшего, может быть, хотели помочь, у кого-то даже близкая, личная история может проиграться. А вот теперь пришло время это все пересмотреть. Тут есть то, что важно только вам. Более того, для вас тысячи дорог сходятся в одной точке. Есть колоды, где восьмерка жезлов– это тоже карта трансформации. А еще это карта скорости. Это карта, когда что прояснится. Тут буквально для кого-то из вас придет известие, и оно как переворачивает все, да. Но в этот момент будет очень важно у себя спросить или себе самому подсказать. Сейчас ничто не происходит просто так. И даже если я от услышанного словно оторопел или оторопела, да, вот так вот неожиданно, то для меня это несет какой-то плюс. Вот найти это рациональное положительное зерно– ваша задача, потому что по этой карте, ну или перезагрузка, трансформация, и когда мы набираем темп, совершенно уже изменив свое направление или изменив свои приоритеты. Правда, какая-то перезагрузка будет. И если мы говорим, что прояснится, тут может прояснить или информация, новость, какую-то создавшуюся ситуацию, или если был предыдущий период как застоя, то вот эта информация как придаст скорости и вдохновения одновременно. Все может начаться совершенно как-то молниеносно, неожиданно, по неожиданности вот как раз по этой карте тоже проходят. Но с чем бы вы ни столкнулись, что бы вам ни предлагали. Вот иногда говорят, ангел как будто наблюдает за вами. Карта умеренности. Значит, найдите время, правильно оценить обстановку и что делать либо с этой новостью, предложением, или, я бы сказала, перепроверить. Так что это прояснится хотя бы в какой сфере жизни. Тут по части вашего благополучия. Конечно, персональная карта может говорить о людях, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеют там асцендент. Но это олицетворение наших близких, поэтому у кого-то по близкой вам ситуации, и у кого-то это будет касаться работы. Или вашего продвижения, может быть, вашего творчества, у кого что. А для кого-то это личная жизнь. По этой карте у нас идут наши близкие. Буквально идут супруги. И неважно, кто меня смотрит, девочки мои дорогие или мужчины. Это можете быть и вы сами, или это может быть ваш партнер. Да, и вот эти вопросы благополучия, семьи, дома, или пусть вы даже еще пока не семья, а вот для тех, кто в паре, куда идут наши отношения, тут тоже что-то подобное может решаться. Или когда вы надумаете проживать вместе, вот тут тоже такой момент. Или переехать куда-то. Для тех, кто один или одна, эта карта вообще замечательная, когда мы жизнь делаем. Знаете, вот то, что в ментальности, как сказка или мечтой было, теперь мы реализуем на практике, воплощаем в жизнь. Поэтому даже
И для вас тут тоже могут быть и переезды, смена места жительства. Или, кстати, есть еще такая подсказка, когда вы занимаетесь какими-то делами, или по делам, или просто даже вот вы надумали куда-то поехать, съездить, отправиться. И может быть это спонтанное решение, восьмерка жезлов. Вы можете встретить партнера, познакомиться. И тогда ваши взаимоотношения могут начаться с дружбы и иметь очень счастливое продолжение. Это может быть, знаете, сначала надежная дружба, которая перейдет в надежный союз. У кого-то даже так. В целом ведь это карта благополучия и того человека надежного, который привык, с одной стороны, надеяться сам на себя, у которого порядок в принципе в жизни, тот, который умеет зарабатывать деньги. Ну и буквально, конечно, это больше женской силы. Это, знаете, как где-то вы, мои дорогие, прекрасные, любящие жены, матери, заботливые, когда и дом полная чаша, когда и вы желаете, а вы действительно желаете, чтобы всем было комфортно, хорошо, уютно. Иногда можете о себе забыть. Но тут вот о себе надо вспомнить, потому что если забыть, это будет ошибкой. Мы себя сразу как на паузу ставим, понимаете? Не то время. Поэтому ваши намерения и цели, даже если вы человек семейный или по работе у вас там планов очень много грандиозных, но о себе не забывать. А королева Пентакли, она умеет о себе заботиться. У кого-то вопросы имиджа. Ладно, а что же уйдет или вы сами завершите? То, что вы захотите, мои дорогие. А я бы сказала, пауза какая-то завершится. Иногда по королеве чаш, ну, помимо значения, что это тоже, ведь это тут напрямую все же нам говорит персональная карта о, если уже гороскопах, то это знаки зодиака, стихии воды. Может быть, это и партнер какой-то, который был, как и вы, рожден под знаком зодиака, стихии воды. Это и вы, и рыбы, скорпионы или опять же асцендент. Но иногда это карта ожидания, причем иногда это карта альтруизма. Того альтруизма, который незаметно переходит в самопожертвование. Вот я вижу так, вот это закончится. Я только что где-то об этом говорила. Так что завершится. Победа какая-то у вас будет. Перевернула колоду. Победа будет, может быть, как раз, когда вы перестанете что-то ждать. Или не потому, что это вы сами там, да, в нерешительности топтались на месте, а что-то не складывалось. Вот здесь, наверное, сложится. Может быть, даже вот то, что нам говорили, тут и маска, тут и змея была. Вы правильные выводы сделаете о некоторых персонажах. И для вас это будет ощутимый прогресс. Да, вот когда не будет, смотрите, как будто победа над иллюзиями. По сути, ведь эта карта нам обрисовывает иллюзии. Вот смотрите, паш чаш. Молодой человек мечтает, тут у нас сердце, он уже себе там что-то представляет, может быть, куда-то отправиться, с кем-то будет продолжать отношения. Он в хороших побуждениях, в хороших мыслях мечтает и дом полная чаша, и партнер такой, как надо, да, будем говорить. Но все-таки одно дело, это он мечтает, он пытается представить, а вот нам как будто реально просто прорисовали человека, просто ноги, как бы, да, который неуверенно стоит, да, на земле, или как будто висит в облаках. Где-то это говорит о том, что мы могли на какой-то период зависнуть в наших представлениях. И чаша-то она, в общем-то, вовсе не полная. И не наделяй людей теми качествами характера, которыми они не располагают. Потому что хрюша с крыльями свиньи не летают. Ну вот жесткий такой момент, но победа я тут вижу над какими-то иллюзиями, ожиданиями. Но, видимо, правда, истина дороже. И это что уйдет? Иллюзии. Да, мои дорогие, десятка мечей мы закрываем в прошлое дверь. Все разочарования должны быть оставлены. В этом году по рыцарю мечей иногда есть значение бунтарь без причины. Вот, кстати, смотрю на дне колоды двойка мечей. Какой-то выбор. Вот вам нужно будет сделать правильный выбор. И именно не пытаться заново что-то переделать. И если у нас отношения, да, были проблемы,
Или какой-то человек, может быть, это вы что-то удерживали или кого-то удерживали. Вот время себе сказать правду. Зачем я это делаю? И потому что если мы кого-то наделяем качествами, а человек не располагает ими, то мы рано или поздно получаем фиаско. И мы оказываемся либо обманутыми, либо вовлеченными в какой-то процесс, куда нам не надо. Мы все равно приходим к тому, что мы словно не видели, как нужно действовать. И, стало быть, стоим заново перед этим самым выбором. Может быть, как бунтарь без причины это вам что-то надоест. Раньше вы себя уговаривали или вас уговаривали. А теперь вот это какое-то самопожертвование должно завершиться. Когда выпадает много мечей, это ведь мечи – это интеллект. Это холодная голова, мои дорогие. Иногда пишут, ой, много мечей. Ну так а как? Какими символами обозначить именно холодные наши мысли, если можно так сказать, рациональные, или то, что есть в реальности. Вот мы тут видим именно, да, вот именно видимость мы с этого начали. Вот с чего начинается победа. Победа над иллюзиями. А мы видим правду такой, как она есть. И тогда мы уйдем с вами от разочарования, вы, мои дорогие, от недостатка по финансам. У кого-то именно из-за того, что либо вас уговорили, либо вы себя сами уговорили, в какое-то самопожертвование себя погрузили. И получилось-то так, что вы могли принимать где-то радушие за искренность или манипулирование за истинную дружбу. Есть такой момент. Ваше участие бескорыстное или помощь кому-то, а потом вы понимаете, да нет, опять же, я себе сделал или сделала какой-то минус, а в результате, как у разбитого корыта, и хочется от этого уйти. Вот, во-первых, это по десятке жезлов, когда долгое время кому-то помогали, а потом у нас как глаза открываются, мы понимаем, что мы устали, ну, практически в ноль себя извели, а задачи не заканчиваются. Перед нами ставят по привычке новые, новые, и наступает тот момент, когда нам это надоело. Мы устали. Устали от вот таких избирательных отношений, да, в отношении нас именно. Избирательность у конкретных персонажей. Мы что-то не хотим больше продолжать. И поэтому, вы знаете, кто-то может и уйти, что-то завершить. И вы будете ощущать себя более чем ресурсными. Вы будете понимать, что вы этот шаг сделали очень правильно. И тогда совершенно, как, знаете, перезагрузка для вас, для кого-то, может это означать как экзамен жизни. Ладно, ну, в конце концов, так что же уходит? Тут немножко так обтекаемо, не конкретно, все карты такие. Ну, сказали, победа у вас будет. Так а что же уйдет? Недосказанности. Какие-то, ну, манипуляции тоже есть такое, да, по аркану Луна. Тысячи неопределенностей. Победа – это всегда четкость, это ясность. Я тут вижу, что вы будете сами проводить правильные параллели или расставлять какие-то правильные акценты, как и в отношениях. Тут какая-то личная история, это точно. Может быть, эта личная история у кого-то связана и, кстати, с дорогами, с поездками или контактными лицами, которые от вас на расстоянии. И из-за этого вот как по Луне была темнота, и вы какое-то время не могли, может быть, куда-то перемещаться и были вынуждены согласиться на ту информацию, которая поступала от конкретного человека. Здесь вам тоже захочется больше ясности, и у вас это опять же получится. Но если мы говорим, что уйдет, что вы завершите сами, вы сами максимально захотите больше вот этой самой ясности, порядка. Ну и, видимо, какие-то чужие хитрики вы точно завершите, потому что надоело, потому что устали. Что же будет дальше? Что нового идет? Ну, тут нам тоже говорят о том, что, видимо, себя сохранять в первую очередь, прообраз Верховной Жрицы. Это в первых колодах карта Ля Папесса, которая именно молчание хранила и этим самым себе помогала и многого достигла. Я уже
не опускаю свои рассуждения или не продолжаю их на глубину, откуда эта карта возникла, иначе бесконечно будет наше видео. Но все же молчание вам помогает. Или вот я говорила, да, змея? Тут надо как-то хитро действовать, мои дорогие. Старший аркан. Здесь что-то неоднозначно. Что будет дальше? Слушайте свою интуицию. Выбор, наверное, понимаете, тут у кого-то либо будет продолжение, вот у вас будет возможность, это точно. Но вот эта возможность, она приходит среди, обратите внимание, когда мы либо чем-то заняты, либо мы находимся в какой-то рутине, либо мы занимаемся не своими делами, вопросами, а чьими-то, да? И даже вот когда получаем какое-то известие, мы не понимаем, что словно высшие силы вот этой перезагрузки для нас желают. И нам сейчас нужно оставить вот эту самую рутину и подумать о себе самом. Так вот, для кого-то это как возможность, да, и победа будет вот разобраться с этой путаницей. А кто-то ведь, мы все разные, скажет, ну нет, я не боюсь это терять, я не хочу, я не готов или не готова. Всегда Т-образный перекресток, как будто тупик какой-то. Наша задача выйти из этого тупика. Конечно, на что-то решиться. Но прежде чем решиться, что-то решить. Вот я тут вижу, что новое идет в вашу жизнь, что новое может прийти только в том случае, когда мы разобрались с каким-то прежним вопросом. Когда, если этот тупик, он не решен, или когда, например, в принципе, может, да, вот по этому дуплету у кого-то выйти как разрешение личной ситуации, когда любовный треугольник. Вот такое может быть. И, кстати, тут, может быть, и правда какая-то откроется. Может быть, это вы, смотря в каком качестве находитесь, у кого совпадают вот эти тайные отношения. Тут они могут сами по себе и вам надоесть, и вы захотите больше ясности, определенности вот этой победы, да. Вы не согласитесь на какие-то токсичные отношения, которые, ну, ощущения меня используют. Вот какие-то очень важные выводы должны сделать. Но, может, и если вы находитесь в другой позиции, а вы как думали, что управляете процессом, и при этом есть какой-то треугольник, есть тайны, тут может решиться и другой человек. Здесь важно будет себя в новый какой-то тупик, мои дорогие, не поместить. Давайте еще, что же будет дальше? По рыцарю Пентаклей все-таки, опять же, завершается наш расклад тем же, чем и начался, потому что иногда это марафонский забег. Иногда это тоже дистанция лет 10-20. По этой карте, что если как новое что-то входит, здесь может быть у вас тот человек, который вам готов помогать буквально. Решить в виде помощи или помочь решить какую-то финансовую ситуацию. Вот, кстати, тут королева Пентаклей. Иногда это те люди, которые дают дельный совет. У вас тут аркан император. Вы знаете, мои дорогие, для вас как будто нужно оказаться в другой общности. Потому что вот эти маски, змеи, вот эта луна, ну, я уже не говорю, это ваше светило, но, в принципе, тут нам в контексте вот какой-то путаницы же это выпадает, да. Так вот, для вас как будто и в другом месте неплохо бы оказаться. Или, может быть, для кого-то достаточно перезагрузки в виде недалекого путешествия, когда вы вспомните самих себя. Или когда вы сможете даже познакомиться. Вот я говорила, у кого-то выход как из одиночества, а для кого-то из вас, мои дорогие, когда вы оказываетесь, ну, как в другой плоскости общения, на другой ступени иерархии. Как будто тогда карты говорят, что тут тоже может состояться важное знакомство, которое будет иметь значение либо для работы и заработков, либо буквально долгий период дружбы, которая будет продолжена. Ну, кто знает, может быть, это и будет для кого-то и личная жизнь. Но отношения здесь не нужны пафосные вам слова до конца 2025-го. Вам нужны верные, надежные люди. Как и друзья, так это касается личной жизни. И никаких тупиков, и никакой путаницы, никакого манипулирования, никакой игры вот этой
под разными масками. Так что же будет нового? И вот тогда будет праздник после победы. И решатся вопросы и личной жизни. Вообще, я бы сказала, ну, все планетарные транзиты для вас, как, знаете, красную дорожку, да, если можно так сказать, или словно фору, возможности, именно свое благополучие обустроить по максимуму. Это и вопросы дома, и опять же вопросы ваших домочадцев или ближайшего окружения. Потому что вы себя тогда почувствуете как в надежном месте, среди надежных людей. Ведь это карта стабильности, карта уютного дома, карта стабилизации финансовой какой-то истории. Когда мы перестаем нервничать, перестаем чувствовать себя как в руках манипулятора, да, то нас вправо тянут, то нас влево, когда мы живем по своим правилам жизни. И, конечно, по этой карте мы довольны больше, по этой карте у нас больше и удается, и вот этот праздник после победы, победа у вас уже выпала, ну и праздник тоже должен состояться. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.